Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 17 января 2022 года. Поговорим о народном празднике, которым празднуют в этот день, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды, неприятности и проблемы в свою жизнь, а также обязательно уделим внимание лунному календарю. И сегодня, 17 января, обязательно положите пустой кошелек на подоконник. Зачем это делать и почему именно 17 января? Далее в этом видео. Обязательно просмотрите от начала до конца. Итак, друзья, 17 января отмечается народный праздник Зосима Пчельника. А в этот день православная церковь чтит память преподобного мученика Зосими, пустынника Киликийского. Но в народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого, православного святого, который основал известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов, и поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. И память Зосимы Соловецкого отмечается 30 апреля. Но и 17 января день именин Зосимы. И еще этот день называется пчельником. Другие названия праздника этого дня: День Зосимы, Феклистов, День изгнания нечистого или Чертополох. 17 января было принято подавать на стол разные лакомства из меда, а также и сам мед. И таким образом наши предки выражали свое уважение Зосиме. По народным поверьям считалось, что в последние дни святок темные силы изо всех сил стараются как можно больше навредить людям. Поэтому 17 января наши предки рядились вывернутые мехом наружу тулупы. Перед выходом из избы брали в руку кочергу, а открывавшему шествие давали в руки горящее тряпье. Так ходили от дома к дому и отгоняя тем самым злых духов. После на поле разжигали огонь, радуясь изгнанию злой силы. Молодежь вокруг костра водила хороводы, а также скакала через него, чтобы быть счастливыми и здоровыми на протяжении всего года. И некоторые в этот огонь выбрасывали свои болезни, недуги, предварительно протирая больное место белой тканью, которую после кидали в пламя со следующими словами: «Гори в костре, а не живи во мне». 17 января славили чертополох, который считалось, что лечит от многих болезней и отгоняет нечисть. Его за неделю до 17 января клали под подушку, в углы птичника и хлеб. А вот именно 17 января доставали и несли знахарям, чтобы те особенным образом его сварили, добавляя воск и ладан, а после вернули уже в качестве амулета. Такой оберег из чертополоха прятали в ладанку. И также чертополоховый цветок было принято зашивать в ворот тому, кто собирался в дальнюю дорогу. По народной примете тогда его черти с пути не сведут, и никто порчу на него не наведет. Существовал еще один обряд, благодаря которому 17 января можно было выгнать из дома злыдней, вводящих человека в грех. Поэтому 17 января в доме бралась в руки икона с изображением Иисуса Христа и обходили жилье по часовой стрелке, читая молитву «Отче наш». Женщины в этот день читали заговоры, слова на привлечение удачи в делах мужских, ведь именно от них зависело благосостояние семьи.
Рожденные в день 17 января боязливые и часто сомневающиеся в своих силах люди, но довольно прозорливые, поэтому в качестве талисмана им подходит лазурит и гранат. Конечно же, у наших предков в этот день были особые запретные приметы, которые они старались соблюдать. И одна из таких примет говорила о том, что 17 января нельзя было выходить из дома без оберега, который обычно делали из чертополоха, главного защитника от злых духов. Дело в том, что в последние святочные дни нечисть особенно активна и может сильно навредить тому, кто игнорирует запрет и не носит ладанку с чертополохом на одной нити с нательным крестиком. Конечно же, поверьями наших предков запрещалось и 17 января вечером ходить в гости, пока не будет проведен особенный обряд изгнания черта. И считалось, что после такого обряда злые силы побоятся вредим вышедших в темное время суток на улицу. Нельзя, чтобы 17 января на столе отсутствовал мед. Дело в том, что на Руси именно этот день считали покровителем пчел, и святой может разгневаться и наказать нарушителя, наслав на него болезни и неприятности. Также существовал запрет для беременных женщин вступать 17 января в разговоры с незнакомцами, ведь это может быть нечистая сила в человечьем обличье. По народным поверьям, ослушавшаяся рискует родить вместо своего ребенка подкидыша нечистой силы. И если 17 января дул сильный ветер, то нельзя было выходить из дома, поскольку вихрь в этот день появляется, когда венчаются черт с ведьмой. Если же нужно срочно попасть на улицу, следует взять с собой нож, который кинуть в центр вихря. Тогда нечисть не сможет никоим образом навредить. По народным приметам нельзя было 17 января и пить спиртные напитки, а после выходить на улицу. Темные силы могут захватить разум выпившего и подтолкнуть человека на преступление. Также 17 января нельзя отправляться было и в дальнюю дорогу, а то нечисть запутает и порчу наведет. А чтобы обойти этот запрет, в воротник зашивали цветок чертополоха. Поэтому, если вы собрались в дальнее путешествие 17 января, то, пожалуйста, будьте осторожны и старайтесь не брать с собой маленьких детей. Также в этот день не показывайте свои деньги, иначе весь год будете брать и давать в долг. И не хвастайтесь сегодня, иначе неудачи вас будут преследовать весь год. Напоминаем всем, что в этот день, 17 января, обязательно должен был присутствовать мед и лакомства из него. Ну, например, это могут быть пряники или медовые ириски. И вы знаете, 17 января в этот день достаточно хорошо поработать с практиками на привлечение денег и привлечение изобилия в вашу жизнь. Поэтому 17 января, уже ближе к вечеру, возьмите свой кошелек и выньте из него все монеты, платежные карточки и иные аксессуары, предметы, вещи, которые есть в кошельке. Далее, это все вы можете завернуть в чистую ткань, или можете в плотную бумагу завернуть как вариант, или в конверт, и туда сложить все, что было в вашем кошельке. А вот наш пустой кошелек оставьте на подоконнике, чтобы он там переночевал. И в обязательном порядке смотрите, попросите члена вашей семьи, кто с вами проживает, чтобы никто не трогал и не брал в руки в кошелек. И ни в коем случае нельзя, чтобы к нему кто-либо прикасался. За эту ночь кошелек ваш перезагрузится, и с него уйдет вся старая энергетика. И вы также, как вариант, можете протереть влажной салфеткой. И после этого уже утром наполните свой кошелек деньгами, а также всем тем, что вы считаете нужным.
Таким образом, вы сможете привлечь изобилие и достаток в свою жизнь. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 17 января 2022 года. По лунному календарю у нас с вами сегодня 15 и 16 лунный день, а растущая луна в знаке зодиака Рак. И вы знаете, в какой-то степени сегодня день искушений, обмана и иллюзий. Вы знаете, сегодня достаточно много энергии, и многих людей прямо захлестнет эта энергия. Люди будут чувствовать обострение всех чувств и процессов, происходящих в нем. Причем проявлять себя с собой силой будут не только отрицательные качества, но и положительные. Так что только от вас будет зависеть, какой энергии вы дадите выход в этот день. Интуиция достигнет своего апогея, и все предчувствия этого дня имеют свойство сбываться в самом скором времени. Нельзя допускать, чтобы сегодня разум был в подчинении у эмоций, иначе день чреват очень плохими событиями. Старайтесь сегодня, 17 января, контролировать каждое свое чувство, которое вы проявляете на людях, и не давайте отрицательным эмоциям захлестнуть вас. Обязательно работайте над своим сознанием. Не нужно допускать сегодня черных и плохих мыслей. Гоните прочь пессимизм и уныние. И ни в коем случае сегодня никому не желайте зла. Помните, что все плохое бумерангом вернется к вам же. Вы знаете, в какой-то степени 17 января это день борьбы между тьмой и светом, а ареной для борьбы будет ваше сердце. Сложность этого дня еще в том, что вы сами решите, каким станет этот день вашей жизни, темным или светлым. А такие вопросы, к сожалению, никогда не решаются легко. Ведь недаром символом этого дня является змея, ядовитая и мудрая одновременно. Она гармонично сочетает в себе смерть и жизнь, зло и добро, тьму и свет, умерщвление и возрождение, причем как нравственное, так и физическое. Помимо всего этого, это очень хитрое животное, поэтому ни в коем случае не старайтесь соревноваться с ним. Обязательно сегодня усмирите свои эмоции и успокойтесь. Соберитесь с духом, укоротите страсть и желание и начните укреплять самодисциплину. Очень хорошо в это время защищать других, восстанавливать справедливость и быть борцом за счастье. Что же касательно стрижки 17 января, то сегодня вас намеренно будут уговаривать изменить внешность, но будьте бдительны. Постарайтесь с самого утра выглядеть хорошо. Это задаст более позитивный тон всему дню. Волосы соберите в косу, в пучок или вовсе оставьте распущенными. Никакие косметические процедуры или стрижки вас сегодня не порадуют. Химическая завивка или ламинирование станут причиной мигрени. Если все равно очень хочется вам перемен, то окрашивайте волосы в темный цвет. Тогда неудача от вас отступит. И сделайте сегодня гладкую прическу. И волосы выпрямите утюжком. Все это привлечет к вам позитивную энергию и поможет сбыться заветным желанием. Космическая энергия подарит вам активность, и любые слова будут легко притворяться в дела. Но сегодня, 17 января, ни в коем случае не поддавайтесь азарту. Позволять себе игры в тотализаторе, в казино, в карты и тому подобные развлечения. Потому что, к сожалению, это закончится для вас и ваших членов семьи очень печально. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание.